Сейчас я вам покажу, как связать маленькую корону для игрушки. Для этого беру темно-бежевую пряжу. У меня это пряжа джинс от Yarn Art, номер 07. Я оставляю длинный хвостик, потом я им буду обвязывать корону с другой стороны. И в первом ряду число петель должно быть кратным 5. Я делаю 25 воздушных петель. 1, 2, 3. И делаю соединительный столбик в первую петлю. Во втором ряду я делаю одну воздушную петлю. Дальше вяжу 24 столбика без накида. Провязала. Дальше я соединяюсь в воздушную петлю. Вот это соединительный столбик у меня был, а это воздушная петля. Третий ряд такой же. Одна воздушная петля. Дальше 24 столбика без накида. Столбики я провязываю за обе полупетли. И в конце соединяюсь в воздушную петлю. Затем я 4 раза повторяю 4 воздушные петли, 8 соединительных столбиков. Вяжу во вторую петлю от крючка. 1, 2, 3. Дальше делаю соединительные столбики в свободные петли. 4, 5, 6, 7, 8. Это я первый раз провязала. И повторяю 4 воздушные петли, 8 соединительных столбиков еще 3 раза. Я уже провязала. И в конце я делаю 4 воздушные петли и 6 соединительных столбиков. Седьмой, 8 столбик я не провязываю. И следующий ряд теперь буду начинать отсюда. Что я буду делать дальше, я лучше покажу вам на схеме. Итак, я делала 4 воздушные петли. Дальше 8 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова повторяла 4 воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8. А здесь я не довязала 2 последних столбика. И буду начинать вязание отсюда. Следующий ряд я буду начинать вязать из этих петель. У меня здесь получается 3 отверстия.
И в эти отверстия я буду провязывать столбики сначала с одной стороны, потом с другой. Вот так. Сюда вяжу столбик с накидом. Дальше в это отверстие вяжу столбик без накида. И в это отверстие делаю соединительный столбик. Теперь отсюда делаю 3 воздушные петли. И в эту первую воздушную петлю делаю соединительный столбик. Дальше отсюда я соединяюсь в это отверстие. Затем во второе отверстие вяжу столбик без накида. И в третье отверстие вяжу столбик с накидом. Дальше здесь у меня 5 соединительных столбиков. И я соединяюсь в третий средний соединительный столбик. И затем я повторяю вот эту схему еще 4 раза. И вот как это выглядит при вязании. Сюда в первое отверстие вяжу столбик с накидом. В следующую петлю вяжу столбик без накида. Дальше делаю соединительный столбик. Затем 3 воздушные петли. Соединяюсь в первую петлю. Затем вяжу по другой стороне. Делаю соединительный столбик. Столбик без накида. И столбик с накидом. Дальше у меня остается 5 петель. И я делаю соединительный столбик в среднюю петлю. И так вяжу еще 4 раза. Вот я уже провязала. И теперь этот хвостик обрезаю, вытягиваю. Закрепляю его с внутренней стороны узлами и обрезаю. Дальше беру этот хвостик, ввожу крючок на ряд ниже, достаю петлю, делаю воздушную петлю и обвязываю столбиками без накида. Первый и второй ряд. То есть ввожу крючок все время на ряд ниже. Довязала до конца, вытягиваю нить, вставляю ее в иглу, завожу ее в первую петлю, и возвращаюсь сюда же, откуда идет вот эта нить. И дальше закрепляю этот хвостик узлами с внутренней стороны и обрезаю. И все, моя корона готова. Еще я наклеила на корону стразы гелевым суперклеем
Взяла 5 больших и 5 маленьких стразов. И вот такая красота получилась. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, лайки. Эту корону я вязала для одной игрушки, а для какой увидите в следующем видео. Пишите в комментариях ваши догадки, какой это будет персонаж. Мне интересно, угадаете или нет. А ответ увидите в следующем видео. Пока!